Как провести хоррор в ДНД? Как провести детектив в ДНД? Как провести мелодраму в ДНД? Как провести вестерн? Как провести подростковую комедию, sci-fi, эротический триллер и так далее? Вопросы, которые рано или поздно возникают в головах мастеров, которым хочется добавить в свои игры немного разнообразия. И это вполне естественно, ведь даже самая любимая на свете вещь, будь то игра, фильм или блюдо, могут смертельно надоесть, если на протяжении долгого времени ограничиваться только им. И, конечно, в интернете уже тонна ответов, удовлетворяющих этому запросу. Найди тот, что нравится больше, и вперед. Но, если для тебя это действительно важно, если ты не спешишь как можно скорее сделать игру-страшилку про ложную гидру или запустить своих игроков в космос на ракете союзного артефайсера здесь и сейчас, задай себе сначала вопрос: а зачем мне из ДНД, игры, заточенной под героическое фэнтези и сражения, делать игру в принципиально другом жанре и сеттинге? Зачем тебе ломать игру и ее правила об колено? Или и вовсе мучиться и выдумывать свои собственные домашние правила, которые будут впоследствии требовать доработки, балансных правок и прочее? Задай себе вопрос, нужно ли тебе все это, если для этих целей есть уже готовые игры. И все, что тебе нужно сделать, дать им шанс, изучить и сыграть, наконец, в полноценный хоррор, полноценный детектив, полноценный ковбойский боевик, в полноценную школу магии, полноценную супергероику, городскую готику и так далее и тому подобное, чего только требует ваша душа. Я Макс, тут уютное подземелье, и здесь я рассказываю о настольных ролевых играх и не только. Не забывайте подписываться, ставить лайки и переходить в мой телеграм, где мы регулярно общаемся, спорим, находим единомышленников и компанию для игры. Итак, что же плохого в том, чтобы просто взять ДНД и натянуть его на нужный нам сюжет? Прежде чем я дам вдумчивый развернутый ответ, расскажу вам маленький анекдот. Нуждики! Закупили арабы у СССР новейшие вертолеты. Поступили они в контейнерах. Они в ангары собирают первый. Получается танк. Они разбирают, перечитывают инструкцию, собирают. Опять танк. Они на измене. Повторяют все по пунктам. Танк и все тут. Вызывают нашего советского инженера. Так и так. Танк выходит. Он говорит: заприте меня на 3 дня, посмотрю, в чем дело. Разумеется, через 3 дня готов новейший вертолет, как просили. У них глаза на лоб. Как он смог? А он им говорит: а вы, мол, инструкцию до конца не читали. Тут русским языком написано: по окончании сборки тщательно обработать напильником. Понимаете, к чему я клоню? При огромном желании и наличии напильника из любой игры можно собрать любого Франкенштейна на ваш вкус. Но будет ли этот монстр так же хорош и так же хорошо справляться с поставленными задачами, как система, которая изначально создавалась под выбранную тему или жанр? Ответ, на мой взгляд, совершенно очевидный. Но не поймите меня неправильно, никто вам не вправе запретить играть как и во что вам хочется. Ролевая инквизиция не сожжет вас на костре. Я просто стараюсь помочь улучшить ролевой опыт тем, кто того хочет, кто готов изучать, учиться чему-то новому и пробовать что-то новое в надежде наткнуться на ту самую игру, которую всю жизнь искал, прокачивать свою насмотренность и наигранность. Так вот, ближе к делу. Я могу до бесконечности развлекать вас анекдотами, приводить аналогии про чистку зубов ёршиком для унитаза или забивание гвоздей дрелью. Но давайте лучше я приведу конкретные примеры того, как жанровые клише и особенности напрямую влияют на механики в различных играх. Давайте начнем с очевидного и, на мой взгляд, одного из самых востребованных жанров – хоррор. Различные страшилки – это незамысловатый способ устроить встряску нашей нервной системе и получить дешевый выброс адреналина, без необходимости ставить свою жизнь на кон. И для таких целей в целом достаточно приглушить свет, включить криповую музыку
И видать один-два скримера, громко стукнув по столу или выкрикнув что-то. Да, это напугает игроков, особенно неподготовленных и неискушенных. Но что делать, если эти дешевые трюки уже не помогают и хочется чего-то особенного? Дать игроку ощутить более глубокие эмоции. Тут нам на помощь приходят игры по типу Зова Ктулху, Вейзен, 10 свечей и Мира тьмы. Эти игры не просто примитивные пугалки, они работают с самой сутью того, что нас пугает. Мы боимся не самой темноты, а того, что в ней может обитать. А самое главное, что мы сами в ней можем вообразить. Мы боимся не самого шороха за спиной, а образа преследователя, появляющегося в нашей голове. В конце концов, мы боимся смерти, боли и страданий, которые несет то, с чем мы раньше не сталкивались. Нас пугает наша беспомощность перед этим ранее невиданным существом. Этого же боятся и наши персонажи. Именно этим и пугают игры наподобие Зова Ктулху и Вейзен. Страх чужого и неизвестного в принципе одна из ключевых тем в творчестве Лавкрафта, которым вдохновлялись авторы игры. Сейчас, конечно, современного игрока не удивить описанием облика глубоководных и прочих отпрысков древних космических богов. Зато вот Вейзен с этим отлично справляется, со своим фольклором, довольно далеким от среднего игрока из СНГ, а также тем, как игра предлагает понемногу, маленькими фрагментами, давать информацию о существе, с которым столкнулись персонажи игроков, оставляя широкий простор для фантазии. И к слову, это одна из тех вещей, которыми очень трудно пугать прожженных игроков в ДНД. Они уже вдоль и поперек видели монстрятник и прочие бестиарии, а потому без домашних правил выдать описание чудовища так, чтобы игроки не поняли сразу, о каком существе речь, довольно непростая задача. Сколько ни нагоняй саспенса, а они уже подготовили заклинание к бою с каргой. И да, именно к бою. Это еще одна из проблем, которая мешает играть в хоррор в ДНД и других аналогичных системах. Зов Ктулху, Вейзен, Чужой и другие игры прямым текстом говорят о том, что в прямом столкновении персонажу игрока не одолеть свалившуюся на него угрозу. Нужна вдумчивая подготовка, изучение заклинаний, ритуалов, слабых мест, если такие вообще есть. В общем, целое расследование, которое поможет хоть немного уравнять шансы. Именно, что немного уравнять. Не дать преимущество, не завалить одной кнопкой, а дать шанс персонажам хотя бы не умереть в первую же секунду столкновения. Подобные, на первый взгляд, мелочи также дают игроку на себе ощутить чувство беспомощности и незначительности на фоне угрозы, что системы, заточенные под героические фэнтези, не могут дать в том же объеме, и так, чтобы это не ощущалось как простой мастерский произвол. Ну, допустим, вы одолели зло, или скорее дали отпор и временно отсрочили свою неминуемую гибель. Что после того ощущает персонаж-человек? В реальной жизни люди, столкнувшиеся с чем-то по-настоящему ужасным и травмирующим, зарабатывают на всю жизнь фобии и травмы. Панические атаки, ПТСР, паранойя — это лишь малая часть того, что происходит с психикой человека. Игры, озвученные мною выше, имеют на этот случай механику потери рассудка и страха, а также таблицу безумия, фобий и прочих ментальных болячек. Одно дело ролеплеить страх перед врагом, а другое — иметь механическое отражение в своем листе и наблюдать за тем, как шаг за шагом, игра за игрой, твой персонаж все глубже и глубже погружается в пучины безумия без возможности обратить этот процесс. Необратимость смерти тоже ужасно пугает. Однако в ДНД бывает довольно трудно переживать за персонажа и бояться его смерти, когда в пачке почти всегда найдется достаточно лечения, а на более высоких уровнях еще и различные способы воскресить персонажа имеются, а потому ставки изначально сильно занижены в сравнении с другими играми. Вот, например, 10 свечей. Игра, в которой персонажи заранее обречены на гибель. Игроки пишут историю смерти своих героев. Это эмоциональные качели, где игроки находят надежду и тут же ее теряют, когда право повествования возвращается мастеру, вместе с осознанием того, что никакой надежды на самом деле нет, и хэппи-энда уже не случится. Это не столько пугает, сколько вселяет отчаяние и чувство безысходности. Тоже очень мощные эмоции, характерные для игры в жанре ужасов. И говоря об ужасе и мощных эмоциях, не могу упомянуть Мир тьмы, и в частности вампиров и оборотней. Многие возмутятся, скажут, мол, вампиры и оборотни — это игры про смазливых супергероев с крутыми суперсилами, причем здесь хоррор.
Но если мы с вами отойдем от тупых стереотипов и посмотрим на эти игры в том виде, в котором они задумывались, мы увидим тяжелую драму и ужас про то, как человек против своей воли становится чудовищем, в одночасье ставшим смертельной угрозой для тех, кто считался родным и близким. Неспроста особую роль здесь выделяют опорам игроков, то есть смертным персонажам, важных для героев игры. Опоры позволяют отыграть не только троп про даму в беде, но и простые взаимоотношения бессмертного существа с его смертными членами семьи. Отношения, причем нередко абьюзивные, между возлюбленными, родителями, детьми и так далее. Очень легко создать персонажа без воспитания и принципов. Мою деревню сожгли, я последний в своем роде, и я поклялся отомстить. Боже, это такой булщит. Как тебе перспектива отыграть персонажа, который за одну ночь стал кровососущим чудовищем, которое с огромной вероятностью переживет и своих друзей, и свою любовь, и даже собственных детей, если бы они были? Отыграть скатывание по спирали человечности в пучины звериной дикости, холодного просчета и отношения к людям как к скоту — вот это уже куда более интересная задачка, на мой взгляд. Коль уж начали говорить про вампиров, не могу коснуться такого жанра, как триллер. Неважно какой – политический, детективный, шпионский, а также социалки как явление и неотъемлемой его части. Ох, как же люди любят говорить про социалку в ДНД. Давайте признаемся, она просто сломана на фундаментальном уровне. Игра, механики которой вертятся вокруг боевых столкновений, просто не способна дать своим игрокам глубоких и интересных механик социального взаимодействия. Что? Они вам не нужны? У вас игроки без бросков кубиков социалят? Да, даже те, кто сделал персонажа с отрицательной харизмой, то есть если игрок просто от природы более болтлив и лучше формулирует мысль, он автоматически получает преимущество над теми, кто в жизни говорит не так складно и кучеряво? Вот это кайф, друзья. Или может быть у вас наоборот, на ваших играх человек, заикаясь и заплетающимся языком, доказывает, что уболтал короля полцарства вам отдать, потому что у него выпала 20-ка в придачу к его бонусу плюс 10? Как здорово. А нафига тогда чем-то другим заниматься в игре, если всех просто уболтать можно? Короче, вы поняли, механика социального взаимодействия в ДНД, будь то бартер, убеждение, запугивание или попытка поймать оппонента на лжи, этого я даже касаться не хочу, вонючее говно. А вот что предлагают другие системы, где персонажи ведут дуэли не только на поле боя, но и в ожесточенных дебатах. В том же мире тьмы предусмотрены механики для социальной дуэли, где оппоненты буквально выгорают, снижая при провалах волю, тем больше, чем лучше встречная проверка оппонента. А если при этом споре еще и зрители присутствовали, перед которым позориться ну никак нельзя, так каждый бросок кубика может стать для персонажа последним, вынуждая при провале стыдливо отступить и признать неправоту. Кстати, о самих проверках. Думаете, тут просто на харизму кидают? О, нет. В мире тьмы проверки построены таким образом, что игрок складывает характеристику и навык, причем комбинации могут быть различные в зависимости от ситуации. Так что бездумно долбить навык убеждения не то чтобы не обязательно, а иногда и вовсе может обернуться для персонажа ошибкой. В Зове Ктулху, кстати, социальные навыки тоже разделены на несколько отдельных, но некоторые мастера и игроки пренебрегают этим, поэтому опустим этот момент. Дюна от Модифиус же и вовсе проводит важные социальные, политические и шпионские баталии по правилам, аналогичным боевым. Силен не тот, кто складнее говорит, а тот, в чем арсенале есть достаточно слухов, разведданных и удачно расставленных шпионов и приборов для слежения. Да, все эти вещи учитываются и оказывают прямое влияние на броски. А кроме того, в Дюне мало просто убедительно говорить. Персонаж должен верить в то, что он делает. Для этого существует отдельная система мотивов, благодаря которой персонажи не станут на ходу переобуваться и менять свое мировоззрение, если это вдруг стало выгодно или просто показалось игроку более веселым. Ну и наконец, давайте немного поговорим про детектив. Ну уж детектив-то хорошо работает в ДНД. Ведь так? Так? В общем-то, тут такая же проблема, что и с социалкой. Либо высокий интеллект и навык расследования абсолютно бесполезны, либо имба, способные в пару бросков пощелкать весь детектив. Давайте вновь взглянем, например, на Зов Ктулху. Навыки работы в библиотеке, знания о различных сферах науки, врожденный интеллект персонажа, его образованность, знание языков — все это вынесено в разные характеристики и навыки. Таким образом, персонаж-интеллектуал не будет хорош во всем, что касается науки и расследования. Это лишь малая часть. Игры на базе Гамшу и вовсе полностью построены на детективе и поиске улик, а сценарий из Blade Runner и вовсе находится на какой-то недостижимой ступени в области детектива и расследования.
Попробуйте ради разнообразия провести детектив в одной из этих игр, и вы уже вряд ли будете так уверены, что в ДНД детектив играется настолько же хорошо. Под конец еще в 2 словах скажу, что есть темы и тропы, которые не относятся к конкретному жанру или сеттингу, но оттого они не менее интересные и значимые. Например, темы взросления, отцы и дети, и любые остальные вещи, связанные с подростками, взрослением, детьми. Я знаю немало людей, которым подобные темы было бы довольно интересно отыграть. И, на мой взгляд, ДНД с его героикой подходит для этого не очень хорошо. А для этого есть, например, подменыши, монстры, про которых я рассказывал на канале, маски, посвященные молодым супергероям, и многое другое. Поэтому, друзья, играйте, конечно, во что хотите и как хотите, но не ограничивайте себя рамками закостенелых систем и правил, которые принципиально не меняются десятилетиями. Не бойтесь пробовать новые игры и изучать незнакомые механики. Расширяйте свой кругозор, а самое главное, играйте в хорошие игры. Спасибо большое за просмотр и пока!